учительницу в OnlyFans увидеть? Бля, ну это... Бля, учителя здесь, отвечаю. Я отвечаю, здесь учителя. Ладно, не будем затягивать. Следующий комик Артем Дмитриев. Да ладно вам. Всем привет. Меня действительно зовут Артем Дмитриев. Я молодой журналист, политик и активист. Нормальную работу я, к сожалению, не нашел. Но оказалось то, что в политике все то, к чему меня готовило мое дворовое нарское детство. Тут нужно быть либо очень вежливым и очень хорошо подбирать слова, либо тебя отпиздят. И говоря о вежливом подборе слов, Март Хельмет долбоеб. Знаете, этот дед, сооснователь партии ЭКР, который постоянно забывает выпить таблетки, потом перед парламентом начинает хуйню какую-то нести? Во-первых, я обращаюсь к создателям СТП. Давайте ему дадим наконец проходку. Чё, блядь, материал пропадает? Во-вторых, я никогда не хотел быть таким. Я никогда не хотел, чтобы люди меня ненавидели. Потому что я уже вырос в Нарве. Но, возвращаясь к Хельме, пару месяцев назад он разразился с великолепной речью о том, что, мол, украинские беженки все поголовно больны ВИЧ, сейчас они приедут в Эстонию, все станут проститутками, и нас всех поперезаражают. Я даже не знаю, как эту глупость вообще комментировать. Казалось бы, мужик, в твоем возрасте, с твоими-то деньгами, ну можно было найти нормальный бордель. Я настолько не хотел быть похожим на Хельме, то что в какой-то момент я даже перестал публично материться. И знаете, блядь, за день до этой его речи у нас был съезд партии в Пярну, и из всего съезда мне запомнился только один момент, как я сижу за столом с кучей эстонских политиков и учу их русскому мату. Вы не были на моем месте, кто вы такие, чтобы меня осуждать? И, сука, на следующий день я захожу на первые полосы газет, и я вижу то, что чувак, который сидел там со мной за этим столом, опубликовал себе на Фейсбуке картинку следующего содержания. Просто закройте глаза, представьте себе это. Чего не закрыть глаза? Я обещаю не доставать член. Пока что. А если у кого-нибудь есть перцовый баллончик, то, в принципе, обещаю не доставать. Тем не менее, картинка следующего содержания. Старая фотография Марта Хельме с усами и большими красными буквами надпись на весь экран. Март Хельме. Пішов нахуй. Это был мой лучший ученик того вечера. Конечно, задание домашнее он понял своеобразно, но сдал вовремя. В том, что семейка Хельме — это сумасшедшие правые консерваторы, я усомнился после одного конкретного случая, когда мы снимали один из моих проектов в эстонском парламенте, и в какой-то момент к нам из-за угла выходит сын Марта, Мартин, примерно вот с такой дебильной походочкой. Сразу как бы угадайте с одного раза, кто у бати таблетки спиздил. Подходит к нам и начинает нас спрашивать, мол, что вы тут делаете? На что мы ему смело отвечаем: а ты что тут делаешь? Нет, мы отвечаем, начинаем рассказывать, что вот снимаем проект «Ля Тополя». Эта сука на середине предложения просто разворачивается и идет, блядь, в женский туалет. Из этого я могу сделать только один вывод. Партия ЭКР ненавидит вообще всех. Она ненавидит женщин, она ненавидит русских, она ненавидит геев. Но если очень хочется поссать, с трансгендерами все не так однозначно. Другая замечательная история, как я, в принципе, оказался в политике, потому что, как вы могли заметить по моим уставшим глазам и несмешным шуткам, я программист. Иду я со своей, безусловно, очень тяжелой работы домой, тоже с такой походочкой своеобразной. Думаю, блядь, заебался, весь день клавиатуру дрочил. И как это часто бывает после обильной дрочки, можно поскользнуться. Чего вы ржете? Я поскользнулся на льду, ничего смешного. Я понимаю, да, у всех извращенная фантазия, очень похоже, белая, скользкая, но все-таки другое, да, там консистенция, запах, вкус. Я стебу. Лед на вкус я не пробовал.
Человека с задержкой порвало. Тем не менее, я поскользнулся на льду, и произошло то, что нормальные люди называют «ударился головой». Я называю это божественное вмешательство. Я понял, что я больше не могу жить в этом суровом и несправедливом городе. Я уезжаю из Нарвы. Нет, дело было в Таллине. И я решил, что я буду с ним бороться. И до тех пор, пока я живу в Таллине, такого говна больше не произойдет ни с кем. План был надежный, блядь, как швейцарские часы. Тем не менее, я встал и пошел дальше. Но не успел я пройти еще 10 метров, как я слышу, на моем месте уже кто-то упал. Я поворачиваюсь и вижу, что на моем месте лежит пожилая слабая женщина, которая не может даже самостоятельно встать. И в этот момент к ней начинают подбегать люди и помогать ей встать. В этот самый момент меня накрыла ярость. Мне хотелось кричать: почему, почему, почему ей помогают встать, а мне нет? Я не понимаю, эти люди ждут, что у меня яйцеклетка должна закончиться или что? Мужчина так не работает. Я один раз пытался избавиться от биологического материала. Ничего страшного, скользнулся, встал, пошел дальше. На самом деле я, конечно, шучу, потому что я не один раз пытался от него избавиться. Все не выходит, зараза. С другой стороны, я так сейчас подумал, а ведь этой женщине повезло упасть в Таллине. Вот в Нарве. Бля, я еще сверху отпиздили. В Нарве о правиле «не бей лежачих» знают только лежачие. И то, если они полицейские. И то, если эти полицейские еще живые. И возвращаясь к таллинским уже тротуарам, меня люди часто спрашивают одни и те же вопросы. Почему таллинская мэрия такая нелогичная? Почему они не убирают тротуары? Почему их не посыпают гранитной крошкой? Почему они их посыпают солью? И я долгое время не мог себе ответить на этот самый вопрос. Я ходил и думал, почему? И в какой-то момент все встало на свои места. Чуваки просто хотели раз в жизни нормально оторваться. Копили, что есть сил на всем. Терпели все это нытье, не убирали тротуары. И вот наступает день X. Чуваки на все бабки закупают соли. Есть где-то внутри меня теория, то, что в момент, когда вместо обычной соли в пакетиках приехала промышленная соль в грузовых контейнерах, глаза Михаила Кылварта вернулись к европейским настройкам. Те, кто не понял шутку, Михаил Кылварт азиат. А те, кто скажет, что это расизм, мне похуй, мне казах разрешил. И ведь достаточно было просто брать у проверенных поставщиков. Я уверен, что даже те из вас, кто никогда не жил в Лос-Намяе, прекрасно знают о том, что такое радику. Жалко, сюда сегодня не пришел Вова Свет, вы бы с ним подружились, он тоже наркоман. И тем не менее, достаточно было просто брать у проверенных поставщиков. И я даже не хочу никого оскорбить. То, что эксперты по веществам живут на радику, это даже не мое мнение. Это мнение самого города. В 2021 году город запустил проект автобусов, где можно было вакцинироваться. В первый же, сука, день эта хуйня поехала на радику. Я отнюдь не потому, что там живут местные эксперты по здравоохранению, знаете. Просто на радику людям похуй, чем колоться. Кто не знает, кто такая Яна Том? Для тех, кто не знает, кто такая Яна Том, я вам просто опишу невероятно подробный психологический портрет. Видели когда-нибудь пьяную вахтершу? Так вот, это рыжая. Эта женщина меня забанила в первый же день моей политической карьеры. Знаете как? Она написала какой-то очередной популистичный бред, я начал с ней дискутировать. Как это называется в интернете, конечно же. И мы дискутировали, и в какой-то момент у нее закончился аргумент, она начала ко мне обращаться как к молодому человеку. Ну я, блядь, парень непростой, я сразу смекнул, что к чему, и обратился к ней как к пожилой женщине. Я до сих пор не знаю, за что она на меня обиделась. Прекрасные примеры центристов. Майлис Репс. Знаете, кто такая Майлис Репс? О, так мало... Чуваки, вы считаете, что вы фанаты комедии? Вы, блядь, проморгали главного комедианта этой страны. Майлис Репс — это наш бывший министр образования и науки, которая прославилась тем, что она просто тупая. Чтобы вы поняли, эта женщина сначала на министерском автомобиле поехала с семьей отдыхать в Хорватию, и за этим ее поймали. Но
Тут Майлис подумала, бля, я не зря министр образования, я умная. Второй раз меня точно не поймают. И чтобы ей, так сказать, стало полегче, она решила отпраздновать все это дело, то, что ей все сошло с рук в ресторане на четырехзначную сумму за деньги министерства. Никогда не угадаете, что было дальше. За этим ее тоже поймали. Но тут, блядь, Майлис решила обратиться второй раз к своему титулу и увидела в нем слово знакомое — наука. И она решила обратиться к самой проверенной из всех наук — к теологии. И она решила то, что, блядь, Бог любит Троицу. Третий раз точно получится. И для того, чтобы покрыть штрафы за свои предыдущие проступки, Майлис решила спиздить кофеварку. Что? Это был вопрос Эстонии номер 1 полгода назад. Что? Нахуя? Главное, зачем? Чуваки, и вы после этого меня будете серьезно спрашивать, почему в Таллине нет гранитной крошки? Если в Таллине когда-то и была гранитная крошка, я уже давно репс на дачу спиздила. У меня на этом все. Слушайте, вообще не разрешал его называть, Михаила Килверта, азиатом. Это, я считаю, нужно депортировать его из этой страны. Поддержим.